Сегодня мы поговорим о пищевой аллергии, настоящем кошмаре для многих людей. Досконально изучать состав каждого продукта перед покупкой, допрашивать официантов и поваров перед каждым заказом в ресторане и, главное, порой отказываться от любимой еды, чтобы просто не задохнуться, звучит страшно, даже как-то невыносимо. Ну а если вам повезло не иметь никакой аллергии, поздравляем. Ну а что если вы ошибаетесь? Что если есть неявные признаки аллергии, такие как усталость после еды или кашель? В этом видео вы сможете пройти тест, который выявит, есть ли у вас скрытые признаки аллергии. Сегодня мы разберемся, как аллергикам облегчить свою жизнь, откуда вообще эта аллергия берется, и также я расскажу вам об аллергии то, чего вы точно не знали. Она может скрываться там, где мы ее совсем не ждем. В конце видео я расскажу вам о 3 самых частых аллергенах, которые мы упускаем. Не переключайтесь, впереди много полезной информации. Что же такое пищевая аллергия? Это когда ваш иммунитет, который обычно вас защищает от вредных микробов, начинает реагировать на абсолютно безвредные и безопасные вещества. Это происходит потому, что ваш иммунитет воспринимает какие-то вещества как угрозу и начинает действовать. Когда кто-то страдает от пищевой аллергии, его иммунная система начинает выделять антитела, которые активируют защитные механизмы организма. Это могут быть воспаление, отеки, зуд, а в самых серьезных случаях анафилактический шок. Все это связано с тем, как иммунитет воспринимает продукты, которые связаны с тем или иным аллергеном. Пищевые аллергии затрагивают около 20% всего населения Земли, а среди детей этот показатель может доходить до 30%. Причем мужчины страдают от аллергии 2 раза чаще, чем женщины. Давайте поиграем в игру «Узнай себя». Я буду описывать симптомы, а вы должны определить, относятся ли они к вам. Готовьтесь загибать пальцы, симптомов будет много. Вы чувствуете легкое покалывание или зуд прямо в горле или на языке? Чаще это происходит сразу после того, как вы съели какой-то определенный продукт. Например, яблоки, орехи или морковь. Это сигнал о том, что ваш организм воспринимает этот продукт как угрозу. Появились красные пятна или волдыри, причем зудят так, что остановиться невозможно. Это может быть крапивница, частый симптом аллергии. Она может проявляться как единичные высыпания или покрывать большие участки тела. Глаза слезятся, чешутся или появляется ощущение, что в них попал песок. Этот симптом часто сопровождается покраснением глаз и даже отеком век. Иногда все это путают с конъюнктивитом, но если это происходит сразу после приема пищи, задумайтесь, возможно, это пищевая аллергия. Вы замечаете, что ваши губы, веки и даже язык увеличиваются в размерах. Это уже не шутки, отек развивается достаточно быстро и может затруднить дыхание. Часто такой симптом возникает в ответ на употребление арахисов, моллюсков и других сильных аллергенов. Сухой назойливый кашель, который появляется сразу после еды или через какое-то время. Иногда он усиливается в лежачем положении и кажется, как будто бы он раздражает дыхательные пути. Это может быть связано с тем, что аллергия провоцирует воспаление бронхов. Чувствуете, что вдохнуть полной грудью стало сложнее. Одышка может появиться из-за отека дыхательных путей. Часто ее сопровождают такие свистящие звуки при дыхании. Если это случается после определенной еды, то знайте, что ваш организм посылает вам определенные сигналы, связанные с пищевой аллергией. Здесь вариантов масса. От вздутия до серьезной диареи или даже рвоты. Все это может начаться как сразу после еды, так и через какое-то время. Если такие проблемы повторяются регулярно после еды, здесь нужно насторожиться. Удивительно, но даже мигрени могут быть связаны с аллергией. Например, у некоторых людей после употребления шоколада, сыра или красного вина начинается пульсирующая боль в голове. Болят суставы, особенно пальцы, колени и голеностопы. Аллергия может вызывать воспаление, поражающие соединительные ткани. Такой симптом не всегда связывают с едой, но он тоже заслуживает внимания. Чувство, когда начинается насморк, а глаза слезятся. Странно, ведь на улице тепло и вроде нигде не простужался. Это могут быть также признаки аллергии. Хрипота или осиплость. Голос становится грубым, хриплым, как будто бы всю ночь пели в караоке. Но если это сопровождается еще и другими симптомами, то проблема может быть гораздо серьезнее. Сильная усталость после еды. Вы съели что-то и вдруг почувствовали, что хочется лечь и заснуть. Это состояние может быть не только следствием переедания, но и с тем, что в ваш организм попал какой-то аллерген.
После еды пульс резко ускоряется, как будто бы вы только что пришли с пробежки. Такой симптом также может быть скрытым симптомом аллергии. Нашли у себя что-то похожее? Ставьте видео на паузу и пишите в комментариях, сколько у вас совпадений. Помните, если у вас совпал даже один какой-то симптом, это уже серьезный повод обратиться к врачу. А если больше, то откладывать визит к врачу точно не стоит. Берегите свое здоровье. Предотвращение пищевой аллергии – это не просто набор правил, а стратегический подход к заботе о своем здоровье. Чем раньше вы начнете действовать, тем меньше вероятность столкнуться с проблемами в будущем. Давайте разберемся с рекомендациями, которые помогут минимизировать риск вам и вашим детям. Это меры, которые помогают предотвратить развитие аллергии еще до ее появления. Я бы хотел затронуть очень важный вопрос, это питание при беременности. Если у вас в роду есть аллергики, нужно обратить внимание на свой рацион во время ожидания ребенка. Исследования показывают, что беременным не рекомендуется употреблять высокоаллергенные продукты, такими как орехи, моллюски, цитрусовые. Вместо этого выбирайте сбалансированное питание, богатое витаминами, омега-3 жирными кислотами и пробиотиками. Грудное молоко содержит уникальные антитела, которые помогают защитить ребенка от аллергенов. Доказано, что дети, которых кормят грудью хотя бы до 6 месяцев, гораздо реже сталкиваются с аллергиями уже во взрослой жизни. Это естественный способ тренировки иммунной системы. Важно учитывать не только питание. Старайтесь избегать чрезмерного контакта с химическими веществами и следить за уровнем чистоты в доме, чтобы снизить риск аллергических предрасположенностей. А если аллергия уже проявилась, то ваша задача контролировать ее и избегать обострений. Уберите аллерген из рациона. Как ни странно, это главный инструмент при борьбе с пищевой аллергией. Например, если вы узнали, что у вас аллергия на молочные продукты, то следует полностью исключить их из своего рациона. Но здесь важно знать, что подобные диеты должны составляться под наблюдением врачей, диетологов или нутрициологов, чтобы избежать дефицита каких-то полезных и питательных веществ в организме. Многие аллергики боятся, что их жизнь станет скучной после отказа от каких-либо продуктов. Но сегодня рынок предлагает массу заменителей. Безглютеновый хлеб, овсяное или миндальное молоко, веганские сыры и многое другое. Вы можете достаточно вкусно питаться, даже избегая аллергенов. Всегда читайте состав продуктов на упаковке. Аллергены могут скрываться под разными названиями. Например, казеинат натрия – это молочный белок, а глютен может иногда обозначаться как растительный белок. Вам могут быть назначены лекарства, которые помогут вам справиться с аллергией, но помните, что эти назначения делает исключительно врач. Если у вас все-таки есть аллергия, здесь важно знать, как действовать в экстренных ситуациях. Носите с собой антигистаминные средства или автоинъектор адреналина, если у вас есть риск анафилактического шока. Также обязательно расскажите близким, как вам помочь в случае необходимости. Интересный факт. В Японии, где распространена аллергия на морепродукты, родители с детства обучают своих детей определять, какие продукты им безопасны. Почему бы и нам не перенять этот подход? Итак, профилактика пищевой аллергии – это осознанный образ жизни, а не какая-то временная мера. Чем раньше вы начнете заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, тем больше шансов избежать неприятностей. Помните, правильные шаги сегодня – это гарантия вашего спокойного завтра. Вот только представьте, вы заходите в супермаркет, смотрите на полки, на различные продукты, и каждый из них может содержать в себе какие-то сюрпризы. Мы часто не задумываемся, что даже обычные продукты могут стать причиной негативных реакций в нашем организме. И нам нужно знать, где искать признаки, чтобы вовремя предотвратить развитие этих проблем. Давайте теперь определим, какие продукты могут содержать в себе вот эти вот неприятные секреты. Молоко – это не только источник кальция, но и потенциальный источник проблемы. Белки молока, такие как казеин, могут стать причиной аллергии, особенно это касается детей. Иногда достаточно одного глотка, чтобы почувствовать зуд в горле, покраснение на коже или дискомфорт в животе. Яйца. Обычный продукт на каждом столе, но для некоторых людей они могут стать источником серьезного страха. Белок яйца – это мощный аллерген. Для аллергиков даже следы молочного белка могут привести к реакциям. Зуд ротовой полости, кожные высыпания или даже более серьезные проблемы могут проявиться очень быстро, и об этом нужно помнить, особенно если вы любите выпечку или майонез. Кто не любит шоколад?
Но этот сладкий враг может скрывать не только радость, но и аллергию. Шоколад может вызывать зуд, головную боль и иногда расстройство желудка. Это связано не только с какао, но и с тем, что в шоколад добавляют различные ингредиенты, типа молока, орехов и других аллергенов. Морская рыба – один из самых распространенных аллергенов. А еще хуже, что аллергия на морскую рыбу сохраняется всю жизнь. Проблемы могут начаться с легкого зуда, покраснения кожи и перерасти в более серьезные, такие как отеки и затруднения дыхания. Оказывается, киви это довольно серьезный аллерген, и он может вызвать реакции не только у детей, но и у взрослых. Он провоцирует проблемы с желудком, сыпь и проблемы с дыхательными путями. И почему-то люди часто не связывают эти симптомы именно с этим фруктом. Еще один неожиданный аллерген – это черешня. Черешня содержит белки, которые могут вызвать синдром аллергии. Реакция может проявляться от зуда во рту до воспалений и отеков на губах и языке. Но что самое неприятное, это может произойти даже с минимальным контактом с этим фруктом. Да-да, горчица может стать как раз тем самым аллергеном, который называют спрятанным. Обычно мы не подозреваем, что такая маленькая ложечка соуса может вызвать у нас зуд во рту. Но для аллергиков это реальная угроза, следите за составом соусов. А теперь топ-3 продуктов, которые часто являются аллергеном, но мы на них даже как-то и подумать не можем. Томаты. Кто бы мог подумать, что эти обычные нам плоды могут вызвать столько проблем. Но они действительно могут стать причиной зуда, покраснений и даже отеков. Но хотя томаты не так опасны, как, например, рыба, не стоит недооценивать их способность вызывать реакции на фоне других аллергий. Эти ароматные помидоры могут вызвать обострение дерматита. Даже не подозревая, что вам станет плохо после этого яркого овоща, вы все равно можете стать жертвой его воздействия. Арахис. Он встречается везде, от батончиков до соуса. Но для людей с аллергией на арахис этот орех может стать серьезной угрозой. Арахис может вызывать анафилактический шок, а это уже не шутки. Даже если вы просто находились рядом с арахисом или почувствовали его запах, у вас уже могут начаться первые признаки. Отекают губы, появляется зуд, начинаются проблемы с дыханием. Арахис это один из самых опасных аллергенов. Третье это пшеница. И это не только хлеб и макароны, но это еще серьезный источник аллергий. И самое интересное, что проблемы могут возникать не только из-за глютена, но и из-за других белков, содержащихся там. И для многих людей они становятся причиной боли в животе, диареи и даже затруднения дыхания. Вот так. Иногда причиной аллергии может стать продукт, который мы едим каждый день, и мы даже об этом не догадывались. Но что же нам делать, если мы уже знаем или хотя бы подозреваем, что аллергия у нас уже есть? При подтвержденной аллергии главная цель – это исключить аллерген из вашего рациона питания. Но здесь не забывайте о сбалансированном питании. Первым шагом становится исключение аллергенных продуктов, чтобы понять, что именно вызывает реакции. Но важно, чтобы эта диета была под надзором врача либо нутрициолога, чтобы избежать дефицита каких-то питательных веществ. Вместо обычного коровьего молока попробуйте овсяное или миндальное. Рыбу вы можете заменить на авокадо и бобовые. Эти альтернативы помогут вам избежать аллергена, не лишая вас вкуса и питательных веществ. Важно поддерживать разнообразие рациона, включая овощи, фрукты, зерновые и белки. Диета не должна быть скучной. Запеченные овощи, рыба с картошкой или овощные салаты – это не только полезно, это еще и вкусно. Пищевая аллергия – это не приговор, но это реальная угроза для вашего здоровья, так что будьте с этим осторожны. Правильное питание, внимательное отношение к своему здоровью снизит эти риски. Главное проконсультироваться с врачом и исследовать его рекомендации. А если этот ролик оказался для вас полезным, то на нашем канале вы найдете еще больше информации для поддержания здоровья. Ведь здоровье – это комплексный подход. Подписывайтесь на канал, до скорых встреч и будьте здоровы!